Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И в этой серии мы продолжим работу над нашим Lamborghini. Потом наложим сверху. Продолжим работу над нашим Lamborghini. Который у меня за спиной. Первым делом нам нужно будет изменить выхлопную систему. А именно убрать катализаторы, поскольку они уже отвязаны в мозгах. Также сделать прямой выхлоп, поскольку мы хотим, чтобы машина действительно громко звучала. После просмотра видео в интернете я понял, что это действительно то, что нам нужно. Она будет звучать как настоящая Формула-1. Также нам нужно будет полностью собрать машину. И, естественно, самая любимая наша часть – это выезд на тест-драйв. Наконец-то мы можем полностью проверить работоспособность машины на улице. Поэтому начинаем. Вот так выглядит катализатор на нашей тачке. Соответственно, по планам нам нужно будет использовать прямую трубу. Также здесь мы видим заслонку и раздвоение. У нас этого ничего не будет, поскольку у нас будет один режим выхлопа. Он должен быть максимально короткий и прямой. Поэтому мы делаем фланцы и почти прямая труба. Но об этом вам уже расскажет Дима, который будет варить выхлоп на эту машину. Вот катализатор, в принципе, его можно внутри видеть. Здесь идут две лямбда-зонды. Один перед катализатором, другой после катализатора. И еще датчик ЕГТ. Вот эти части нам нужно будет повторить на новом выхлопе. Для изготовления всех выхлопных систем мы используем только нержавеющую сталь марки 304R. Для этого проекта будут два диаметра трубы, это 63 и 76. Соответственно, для переходов, для гибов мы используем вот такие готовые уже гибы. Вот, можно их видеть. Но в этом проекте этих гибов не будет. А почему, вы узнаете дальше. Из 63-й трубы мы сделали вот такие кусочки, так называемый пайкат. С перевода с английского это означает кусок пирога. Для чего они нужны? Для того, чтобы делать всевозможные изгибы. Вот наподобие таких. Что у них примечательного? То, что можно изменять разный угол, делать на срезе. И, соответственно, разную толщину. Чем меньше толщина и больше угол, тем больше радиус поворота относительно длины вот этой всей части. Вот можем посмотреть 90-градусный изгиб простого гиба и вот пайкат. Насколько он меньше получается. Вот. Первым делом, чтобы начать изготавливать выхлоп, нам нужно сделать фланец приемной трубы. Соответственно, вот эта вот приемная труба была, вот это вот фланец от коллектора. Он, получается, крепится следующим образом. Вовнутрь вставляется уплотнительное кольцо и с двух сторон зажимается вот таким вот образом. Раз, два. И здесь идет коллектор. Соответственно, вот что у нас получилось изготовить. С помощью нехитрых приспособлений мы изменили диаметр трубы 63 под этот фланец. Под не фланец, а уплотнительное колечко, и теперь мы можем ставить одну часть, ставить вторую часть. И пока Дима занимается изготовлением выхлопной системы, я займусь сборкой автомобиля.
back, Kiwi. Итак, правая часть у нас уже готова, теперь нам нужно повторить левую часть, сделать ее максимально симметричной. Значит, сварили, прихватили на точке сегменты, две части, и одну часть скрепили скотчем для дальнейшей корректировки и моделирования. Теперь можем пойти установить и примерно смотреть, как это будет выглядеть. Вот мы и выставили вторую часть, симметрия достигнута. Теперь что я хочу сделать? Я хочу по одному сегменту убрать и вот здесь, вот в этом месте внизу сделать еще X-pipe. كنشي بلاند بنيت نعمرو فريقو ما تديمش نلاغي العفاريت نجاوي بريقو يهربوا لي اصحابو كرم فيكتور هيجو ربيت نساليكو. А теперь делаем X-pipe. Для этого нам нужно два отвода по 90 градусов. Соответственно, они тоже идут из пайкатов, из кусочков. В них нужно вырезать отверстие овальные, специально, чтобы соприкосновение было и был обмен выхлопным газом с одной стороны на другую сторону. Соответственно, одну часть я уже сделал, сейчас нужно будет сделать то же самое со второй частью. И вот, наконец, спустя неделю долгой кропотливой работы, задняя часть выхлоп нашего Lamborghini готова. Как можно наблюдать, здесь очень много сварочных швов и присутствует наша фирменная табличка. Теперь на всех наших проектах будут присутствовать такие таблички. В качестве фланцев мы использовали два V-бенда на 63 мм. Но у нас труба 76. Соответственно, здесь нам пришлось сделать расширение, чтобы сделать переход на 76-ю трубу. Сделано крепление для подвеса. Сделан X-pipe, табличка. Все запилено, теперь можно ставить и наслаждаться звуком. Так как весь каркас автомобиля сделан с завода из профильной трубы, соответственно, мы тоже сделали крепление для выхлопной системы из профильной трубы. И разместили там два таких подвеса из полиуретана. Теперь нам нужно их подкинуть на крепление и поставить выхлопную систему. Закончили сварку и установку выхлопной системы. Дима проделал колоссальную работу. Этим выхлопом мы
глубиной, блядь, где-то тысячелетия. А это что за машина? Дима проделал колоссальную работу, и теперь настало время послушать, как это все звучит. Итак, первый пуск, друзья, давайте послушаем. Сказать, что это очень громко, не сказать ничего. Я даже думаю, надо выгнать машину на улицу и погазовать там, потому что здесь просто лопаются перепонки. У меня звон в ушах до сих пор стоит. Дима вообще в шоке выбежал из помещения. Ну это было круто, чувак. Но это было круто. Выхлоп мощнейший. Acting crazy, I'ma pop up like a bubble. Bitch, I clean up up, I did not come just to cuddle. Bitch, I'm smoking dope up in your mama living room. See me in a ghost one time, then you hear a zoom. Nigga try to touch me, whole town gon' hear a boom. She just on my number 3 hours and she gon' resume. Bitch, like была бы у меня ламба, я бы выглядел так каждый раз, когда я садился бы за руль этой машины. Давайте вкратце пробежимся о том, что же мы сделали. Было много вопросов, что же вы свапали, если мотор был в машине. Да, друзья, машину нам привезли с установленным мотором. Ну как установленным? Его просто поставили на крепление. Все, их даже не затягивали. Мы все сделали касаемо подключения трубок, шлангов, ну и, конечно же, электроники. Электроника заняла у нас колоссальное количество времени. Я планировал, как помните, я говорил, месяц-два, но не тут-то было. Одна логистика с Америкой и с Англией заняла порядка 3 месяцев. Ну, быстрее это невозможно было бы сделать. Из Америки, да, а вот с Англией были проблемы как на таможне, так и в плане доставки. Но теперь все готово, все работает. Осталось чуть-чуть подсобрать салон, поставить боковые панели, основной ведь я уже собрал, и поставить немного карбона назад. Мы машину обслужили, заменили масло, фильтра, заменили свечи. Теперь машина читается и в ней нет ошибок. Ну, по мотору нет никаких ошибок, мотор работает исправно, он очень круто звучит. Я считаю, что мы проект сделали достойно. Да, сроки немного затянулись, но, блин, это эксклюзив. Такого никто не делал, поэтому было долго, сложно. И зато теперь у нас огромный банк данных по ламбам и конкретно по этим моделям. Ну и по Diablo, поскольку они примерно похожи. Теперь мы готовы принимать в работу такие машины, поскольку мы знаем о моторе, о проводке, об электрике, о ходовой и так далее, почти все. Поэтому, если у вас есть такая, привозите к нам на обслуживание. Давайте теперь поговорим о характеристиках и ощущениях за рулем ламбы. Для меня, честно говоря, это новый опыт. Я еще не ездил на этой модели никогда. Я ездил на Aventador, и это абсолютно другая машина. Ну, она крутая внешне, она очень простая в интерьере. Ну, не знаю, на мой взгляд, ничего вообще здесь прикольного нет, абсолютно. Посадка не самая неудобная, но, в принципе, с моим ростом здесь достаточно комфортно. По ускорению, торможению, рулежке машина немного неинформативная. То есть, как водитель,
я не ощущаю, что я прям вот едино с дорогой чувствую и понимаю, что происходит. Когда машина едет медленно, быстро, неважно, ощущения одинаковые. Но, в принципе, она валит. Не сказал бы, что очень-очень быстро, но ощущения прикольные. То есть машина едет на свои 640 сил, очень четко переключается коробка передач. Здесь у нас, внимание, механика. Она редкая комплектация на машине 2000, ну как, у нас это микс, будем считать, что и на 2003 году механика очень редкая была по количеству выпущенных экземпляров. Ну, ее не болтает по дороге, у нас новая резина, машина цепляется за асфальт, но полный привод, естественно, не дает ей прыгать по дороге, нет каких-то заносов, все предсказуемо. По сухому асфальту машина едет, ну, как по рельсам. Даже давайте сравним с тем, что у нас под рукой, и на то, что мы снимаем сейчас обзоры, это GT. По сравнению с GT лютый монстр. Он без систем, он ставится боком на всех передачах. Ты чувствуешь, что ты сидишь на асфальте, и вот ты управляешь машиной. Здесь немного все по-другому. Здесь история между асфальтом, грубо говоря, дорогой и тобой есть прокладка в виде машины, и она немножко демпфирует все ощущения. Ну, наверное, так и было задумано разработчиками. Я считаю, мы сделали колоссальную работу, повторюсь, по прошлому выпуску, и поставили на ход эту малышку. И теперь она готова покорять улицы. А этот выхлоп сзади, который мы сварили, он просто космический. Его не так слышно в салоне из-за хорошей шумоизоляции моторного отсека. Но я чувствую, как все оборачиваются, поскольку это действительно громко. Все не только видят это яркое пятно, они его еще и слышат. Это круто. И звук реально как у Формулы-1. Я надеюсь, мы сейчас найдем туннель, чтобы подснять, как она звучит. Это какой-то космос. Я доволен. Это не профильная машина в нашей мастерской, но я доволен тем, что мы сделали. Я доволен результатом проделанной работы. И сейчас я доволен тем, как тачка едет. Поскольку, ну блин, это ламбо, чуваки. Это ламбо, и это круто. По сравнению со старыми американцами, это совершенно что-то другое. Но реакция водителя... Ну и поскольку обзоров на эту модель было в интернете и на ютубе, в том числе, колоссальное количество, мы не будем заморачиваться, не будем рассказывать, показывать в деталях. Просто подснимем красивые проезды и немного статики под прикольную музыку, а вы наслаждайтесь картинкой. И до новых встреч! I'm in the market, so they talking about me and
Ваши комментарии – наши денежки. И вообще, где рекламодатели, сука? Мы вас ждем. Давайте предложения. Всего 150 тысяч, и реклама будет вот здесь. Вот хотите вот здесь, хотите вот здесь, здесь. И ты где? Бэт! Делай вид, что снимаем. Встань вообще лучше. И ставьте оценки, поскольку ваше время – это наш опыт. Да? Татуаж вас не смущает? А? Татуаж вас не смущает? Так мы думали, тут есть заезды и знаков нет. И нам буквально надо 10 минуточек. Не надо 10 минут. Покиньте, пожалуйста, не смущает. Можно мы прям вот 5 минут доснимем финальное? Тест есть? Конечно.